Привет, друзья! Сегодня я частично покажу вам процесс работы над новой картиной, а именно стадию фильцевания, детально. А весь процесс включал в себя много техник. Это и изготовление штампа, и окрашивание тканей акрилом, и рисование, и монопринты акрилом через трафареты, и фильцевание, и стежка. Если вам интересно, как из таких палок и красок получился вот такой белый замок, то для этого надо стать спонсором. Весь подробный процесс я показываю моим уважаемым спонсорам. Появилась мысль в этой картине поработать с волокнами шерсти. Предварительно на фильцевальной машинке попробую их перемешать, вбить фатин, а потом пришивать уже на обычной швейной машинке на картину. На фильцевальной я прибить не смогу, потому что из-за акрила здесь ткань задубела. Иголки сломаются у той машинки. Фатин вырежу примерно по размеру. Потом при аппликации сделаю это поточнее. Вот здесь на фатине находится 4, по-моему, если не 5 разного цвета волокон, от коричневого до розового. Бордовый, тепло-розовый, холодно-розовый. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Давно не работала на этой машинке, вообще все забыла. Фатин съеживается. Да, не лучший вариант. Не нравится мне это. Сейчас еще подумаю. Накладываю еще волокна. Вот так. Чтобы они больше перемешивались. Мне нужно создать просто такой сгусток цвета. Потом все это я нитками откорректирую. Так, посмотрим. Ну, что-то очень странное. Еще буду думать. Вот так вот. Ненужные волокна. Сейчас их тоже положу. Кстати, если вы заметили, я решила по-другому немножко действовать. Сначала начинаю разбег, так сказать, а потом уже подсовываю кусочек, чтобы, если медленно, это будет проваливаться. А если быстро пробегать, то такая воздушность остается. Мохнатая башня. Но что-то в этом есть, что-то есть. Сейчас я вырежу точно по размеру и покажу. Ну а что? Почему бы и нет? Нитками это все прижмется. Добавлю нужные где-то цветовые акценты. Попробуем. Ну а правильнее, наверное, будет накладывать на довольно большой кусок пасму, а потом вырезать. Тут я что-то ступила. Конечно, вот так вот, чтобы не затягивался фатин иголками внутрь машинки. Делать буду вот так. Фатин у меня мятый весь. Лежал черти как в коробке. Сейчас попробую вот так вот перемешать фатин.
прямо на... Ой, перемешать пасму прямо на фатине. Так, где у меня бордовые? Вот у меня бордовые. Так, коричневые, бордовые, тепло-розовые и сиреневатые, холодные. Вот так. Так, сейчас пробью. Ну, как-то так. Может, этого и достаточно даже. Еще чуть-чуть. Прямо совсем чуть-чуть. Вот, и сейчас буду вырезать. Вот так вот. Не видно было. Сейчас буду вырезать по форме крыш, куполов. Ну, напоминаю, что вот эту пасму, она пасма называется у фельдфебельщиц, надо драть вот не резать, она иначе будет с такими четкими краями, ненужными. А если мы хотим такой акварельной размытости, то ее надо именно драть. Вот так. Потом я уже подрежу по нужной мне форме. Вот маленькими ножницами чуть-чуть подровняла кое-где, чтобы поаккуратнее вид был. Как мне нравятся эти текстуры, мохнатенькие крыши. Совершенно необычный вид. Сейчас поближе попробую. И очень-очень уютный. Все основные линии, контуры рисунка, вот эти вот, которые я делала белым маркером, я теперь буду обшивать узеньким свободным зигзагом, вертикальным, не горизонтальным, чтобы линия получилась пожирнее, почетче. Здесь я опускаю дальнейший процесс работы и показываю вам уже результат. Если кто-то из моих уважаемых зрителей заинтересуется условиями спонсорства, то я их подробно изложила внизу в описании под этим видео. Спонсором можно стать и тут на YouTube, и ВКонтакте для тех моих зрителей из России, кто не может теперь подключать свои карты на платформе YouTube. ВКонтакте я размещаю для моих спонсоров все те же самые видео. Условия спонсорства я выбрала самые щадящие из всех возможных.
Повторяю, вся информация и все необходимые ссылки внизу в описании. Спасибо вам за внимание, заранее благодарю возможных спонсоров за поддержку и ко всем просьба не забывать про лайк, это важно для алгоритмов YouTube.